как получится. Хорошо. Сейчас, пару минут, и мы начнем. Я пока не вижу, кого позвать. Я сейчас смотрю, написать из тех, вот я не вижу среди докладчиков из нас. Тебе еще написать? Ну, на самом деле, если вы здесь вот эти... Нужно, чтобы он видел всех, и мы видели его. Так, кого-то еще можем подключить к конференции или нет? Звоните и подключайте. А если желтое, все. Так, черт, откуда-то нажал не туда. Это что такое? У меня картинка исчезла, я ничего не вижу. Да? Сейчас наладим. Больше нет никого. Все. Почему картинка исчезла? Короче, сказали, что 5 минут, но ловимся, если что, презентация уже вот там. Хорошо, хорошо. Нет, должна быть здесь презентация. А может это тот компьютер или нет, я не знаю. Я не знаю. Еще раз. Тут есть какая-нибудь презентация вообще? Ну потом посмотрите, она называется, так и называется, что-то на английском написано, короче, я уже не помню. А, так и написано, AS, вот это, AS. Как он? Чуть больше. Сюда. Тогда. Он нас почему-то не видит сейчас. Так, ну, уважаемые коллеги, мы начинаем круглый стол наш, который вы знаете, называется «Взгляд в будущее. Компьютерные науки и цифровые технологии в спорте». Значит, к нам должны еще присоединиться коллеги из спортивной медицины. У них параллельно круглый стол по данным в медицине. У них тоже вопросы, мы решили объединиться, сейчас они тоже подойдут. Вот. Значит, пару слов о том, что мы хотим услышать. Мы понимаем, что нас накрывает волна информатизации, хотим мы этого, не хотим. Значит, многие люди потеряют работу, десятки, сотни миллионов с внедрением искусственного интеллекта. Нам это сказали недавно и туда активно тянут. И вопрос в том, что действительно мы сейчас должны заглянуть за горизонт, нужно это нам, не нужно, как мы можем использовать эти возможности цифровые и математические модели, и все, что связано с наукой о данных. И первое слово, естественно, первый заказчик для нас, первый главный человек, для которого мы работаем, это, так сказать, Его Величество тренер. И вот хочется дать первое слово тренеру, довольно активному, интересующемуся Дмитрию Будкову. Пожалуйста, Дмитрий. Спасибо. Спасибо. Можно сюда выйти, да? Да. Уважаемые коллеги, очень приятно осознавать, что у меня работает такой дружный коллектив специалистов самого высокого уровня. Вот, попробую оправдать. Значит, ну, во-первых, очень приятно видеть такое количество заинтересованных лиц в этом зале. Поблагодарить Кадрию Шамильну за гостеприимство, как обычно. Вот. А по сути вопроса, значит, хочется сказать следующее. Ну, во-первых, я продолжаю, может быть, немножко наивно считать, что все-таки основная задача спортивной науки – это выдавать рекомендации тренерам, спортсменам, спортивным специалистам, врачам, наверное, в первую очередь тоже, как нам подготовить спортсмена к высоким спортивным результатам, ну и, конечно, сохранить при этом его здоровье. Немаловажная такая ремарка.
Вот. И, наверное, очень интересно делать открытие на переднем крае науки, это все очень важно, но любое самое современное открытие рано или поздно становится практической рекомендацией и кладется в основу какого-то сугубо ежедневного там, прибора или технологии, которой мы каждый день пользуемся. Вот. Второе, что хотелось бы сказать, и здесь очень сильно помогает предыдущий доклад Александра, блестящий совершенно, да, что значит, нас атакует огромное количество данных, а любой тренер понимает очень хорошо, что на результат спортсмена влияет огромное количество факторов, самых разных. А изучением этих факторов занимаются специалисты из совершенно разных областей. И эти специалисты иногда никогда не видятся друг с другом даже. Вот, только редко на таких вот конференциях, подобно этой. Вот, а задача, по идее, надо решать общую. Значит, здоровье спортсмена и спортивный результат. Факторы самые разные, и они очевидно совершенно, что они связаны между собой. И любой тренер это понимает, и спортсмен, только не понимает, как они связаны, и нет концепции этих связей проработанных. Каждый в отдельности фактор достаточно неплохо изучен. И есть работы, и есть данные, и есть концепция динамики этих показателей, а концепции взаимодействия этих факторов проработаны недостаточно. Вот. И значит, здесь как раз и видится, что любая междисциплинарная группа, или как вчера было сказано, трансдисциплинарная группа, творческая группа, составленная из специалистов разных совершенно направленностей, она может сделать прорыв в любом требуемом направлении. Вот. И здесь вот как раз компьютерные науки, они позволяют такую группу вооружить к тому же современными технологическими инструментами. И, видимо, за этим все-таки будущее. Вот. Что касается, скажем, вот, должен ли тренер участвовать в такой группе? Ну, однозначно да, потому что специалисты в данном случае, вот, опять же, в предыдущем докладе было видно, что данные ничего не стоят, если они не приложены к конкретной деятельности. А это просто набор данных, в которых даже не всегда закономерности, к сожалению, нужные прослеживаются. Вот. И речь идет даже не об обработке больших массивов данных, что, безусловно, без компьютерных технологий сделать там невозможно. Да? И здесь самые широкие возможности открываются, и статистические какие-то, и закономерности. А самое главное – это разработка вот этих самых концепций. Концепции подготовки, концепции здоровья, концепция развития качеств и других концепций. То есть как это должно работать. И я вот принимал участие недавно в работе такой группы, и меня как тренера задавали вопрос, да, а вот ты как тренируешь? Такой простой вопрос, да? А как ты тренируешь? И я понимаю, что, ну как-то же я тренирую, я начинаю копаться в себе, как я принимаю решения, на основании чего. Как, по моему мнению, работает та или иная система, и как она вписывается в другую, как она связана. Естественно, это все, так сказать, вначале как-то примитивно, потом все более сложно начинает выстраиваться в какие-то определенные концепции именно вот тренерской работы. Я пытаюсь на каком-то понятном языке это объяснить другим специалистам, компьютерщику, математику, физиологу, и возникает тот самый творческий такой момент, который позволяет создать некий уникальный продукт, на мой взгляд. Вот. Значит, я, наверное, злоупотребил уже вашим вниманием, я заканчиваю. Я думаю, что за трансдисциплинарными группами, а тем более вооруженными цифровыми технологиями и компьютерными системами, так сказать, наше общее будущее. Спасибо всем. Удачи. Спасибо, Дмитрий. Михаил, вы нас слышите? Да, я вас... Все. Максим, слышите? Еще раз скажите, что слышите. Я все слышу. Значит, теперь ваше выступление. Значит, вы как тренер, единственный тренер в России, который использует в таком объеме цифровые технологии, математические модели, пожалуйста, скажите нам, куда нам двигаться.
Да, здравствуйте, друзья. Спасибо за возможность выступить, хоть и в таком дистанционном режиме. Да, мой коллега совершенно прав. Тренер сталкивается с большой перегрузкой информации от различных сенсоров, датчиков. И по факту мы, тренеры, используем не более чем 0,5% от доступной нам информации. Однако есть еще другая проблема. Она не менее важна, на мой взгляд. Это проблема доказательного знания. Сейчас, как вы знаете, в медицине получает все большее распространение подход доказательной медицины, evidence-based medicine. И это значит, что врач в своих решениях, которые он принимает по выставлению диагноза и назначению лечения, базируется на научном доказательном знании, а не том опыте, который он получил из практики, или тем знанием, которое он получил в соответствующем медицинском вузе. Однако применительно к тренерской профессии по-прежнему opinion-based, belief-based тренировочный подход доминирует. То есть научные знания, они остаются в стороне, прикладные научные знания, а тренерская практика в стороне. И при этом понятно, что для спорта высших достижений очень сложно организовать полноценные триал исследования с плацебо-группой, с двойным слепым рандомизированием, то есть это классика научного подхода, но когда у вас объективно выборка маленькая, вот как в сборных командах России всего несколько человек, которые представляют элиту избранного вида спорта, мы, в лучшем случае кейс-стадии исследуем, но это, согласитесь, такой низкий уровень доказательного знания. И, на мой взгляд, компьютерные науки могут предложить новый подход, то есть доказательное знание, основанное на обработке больших массивов данных, на поиске закономерностей, паттернов, которые скрыты уже в той информации, которая накапливается в сборных командах, в клубных командах. И, на мой взгляд, это очень важное направление, то есть использовать, исходя из компьютерных алгоритмов, исходя из методов обработки данных, получать новые доказательные знания. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил. Слово предоставляется Кубееву Александру Владимировичу. У вас так много всяких регалий, что я даже не знаю, с чего начать. Давайте вы сами представитесь. Кубеев Александр Владимирович. Я сейчас работаю в Федерации велосипедного спорта заместителем руководителя комплексной научной группы. Вот. Моя рабочая деятельность в Федерации продолжается с 1 февраля. И что бы я хотел сказать, сейчас я вот услышал выражение от Александра, демотивирующий доклад. Вот у меня сейчас с 1 февраля демотивирующая деятельность Федерации. Сейчас объясню, с чем это связано. Значит, было мне такое предложение разработать типовую программу спортивной подготовки для организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Значит, интересная работа, типовая программа, то есть направленная на, скажем так, планомерную систематическую подготовку наших спортсменов, начиная с этапа начальной подготовки. Меня это увлекло. Выяснилось, что зимой в этом году или там в конце зимы произошло объединение 4 видов спорта: велоспорт, шоссе отдельно, трек отдельно, МТБ и БМХ в один – велосипедный спорт. В результате этого объединения, казалось бы, все замечательно. Но вот я сейчас держу в руке документ, называется «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки». Вот по этому документу работают все общие организации, осуществляющие спортивную подготовку у нас в стране. Численность там зашкаливает за 1500-2000. И буквально вчера я прочитал в интернете, открыто висит, абсолютно проблем никаких, акт проверки организации на предмет соблюдения вот этого федерального стандарта. Поэтому задача у меня усложнилась в Федерации. Из разработки типовой программы надо было заняться разработкой единого стандарта по велосипедному спорту. И вот тут как раз и началась та самая демотивирующая работа в этом направлении.
Значит, уважаемые коллеги, что я вам хочу сказать? За это время значит, пообщались и с тренером по велоспорту, и высшего эшелона, буквально вот 1,5 часа назад, с Кузнецовым Александром Анатольевичем очередной раз, и с тренерами, которые работают, извините, на земле, с группами начальной подготовки. Почему мне это интересно стало? Спортсмен, приходя в сборную команду страны, он не инопланетянин, как в свое время сказал наш министр, это спортсмен, который пришел и которого должны были чему-то научить наши тренеры в организациях, ну тогда это было в основном дополнительного образования. Извините, что я вас погружаю в такую нормативную часть, но продолжать движение по информатизации, не поняв вот основы и соль земли спортивной подготовки, мы с вами будем все время, в общем-то, идти не в том направлении. Когда я погрузился во всю мощь и глубину вот этого документа, федеральный стандарт, мне стало понятно, что тренер в организации, осуществляя спортивную подготовку, просто шага не имеет права сдвинуться куда-то в сторону, ну, скажем, получения большого количества данных, или там разработки единого стандарта плана на микроцикл или годового тренировочного плана. Вот здесь этого нет. Ни одной стандартной формы ведения первичной учетно-отчетной документации, так называемой тренера, здесь нет. И попробуйте работать с детьми, когда здесь этого нет. Что делают организации? Они сами на свой страх и риск, на основе своего опыта, будущее в прошлом организации дополнительного образования, они утверждают всякого рода форматы, бланки, шаблоны. То есть вся страна у нас работает, все 1500-2000 организаций по своим стандартам, которые ввели они у себя. Иногда они, извините за грубое слово, передирают эти материалы друг у друга. И, в общем-то, ситуация чрезвычайно тяжелая. Стандарт устанавливает, что организация должна разработать программу спортивной подготовки. Я вас уверяю, коллеги, внизу проверяющие учредители настолько серьезно относятся к соблюдению этих вещей. Программы спортивной подготовки должны быть опубликованы на сайтах вот этих организаций. Вы можете их открыть и поглядеть. Ничего более печального я, наверное, в своей жизни не читал и не видел. То есть организация должна разработать программу спортивной подготовки. Первое, что у меня в голове возникло, а что, собственно, такое программа? Мы с вами, в общем-то, как бы здесь собрались, понимаем смысл в компьютерных науках. Вот и подумайте, что такое программа для организации, осуществляющей спортивную подготовку. Так вот, откройте в любой организации программу, попробуйте ее проанализировать с точки зрения компьютерных наук. Ничего вы там не увидите, абсолютно. И когда вот мы начали работать в Федерации в июне на президиуме, я уже сказал, уважаемые коллеги, если нам с вами получится сделать хорошее толковое предложение в министерство, потому что это разрабатывает не Федерация, это, задумайтесь, федеральные, то есть государственные стандарты, разрабатывать должно государство в лице министерства. Поэтому федерации здесь могут свои предложения в лучшем случае направить. В июне у меня была идея сделать федеральный стандарт переходным. В каком смысле? Перевести этим федеральным стандартом спортивную подготовку на информационную, сильную информационную основу, чтобы каждая спортивная школа, каждый тренер, каждый спортсмен имел свой личный кабинет по всей стране, одинаковые формы заполнения микроциклов, отчетности спортсменов о тренировках, стандартные протоколы соревнований. На сегодняшний день в велоспорте нет такого понятия стандартный протокол. Что не организация, то размещение колонок, полей и т.д. оно, в общем-то, самостоятельно. Поэтому унифицировать вот эти все вещи, это как раз вот сейчас основа, на которой будут работать и Ассоциация компьютерных наук, и все мы. Задача архисложная. Усложняется тем, что сегодня ситуация в руководстве страны, вы сами знаете, не очень такая простая, да? Что никто, вот до сегодняшнего дня, я не побоюсь этого слова,
Я захожу и в министерство, и в ЦСП, и в федеральный центр подготовки. Даже не хотят выслушать, какие предложения у федерации. Вы нам пришлите, и все. Ребят, давайте мы обсудим сначала на рабочей группе, с присутствием наших друзей по компьютерным технологиям, по всем остальным, потому что если этот стандарт сейчас утвердят еще на 4 года, мы не нужны спортивным школам. То есть мы будем вариться в своем собственном соку и думать, что же из спортивных школ такие спортсмены-то плохие к нам приходят в сборные субъектов и сборные страны. Что творится там внизу, ребят, это правда, это тихий ужас. Я буквально еще минутки, полторы-две, да, если решите. Значит, федерация провела 31 октября и по 3 ноября мероприятие, ну, я его назову повышение квалификации. Мы всерьез задумались повысить квалификацию с соблюдением всех требований Минобрнауки и Минтруда нашим тренерам и специалистам. Значит, у нас в очном режиме присутствовало 116 человек. Приехали мы со всей страны практически. Значит, диплом тренера смогли представить 30 человек из 116. 42 диплома учителя физического воспитания. Они занимаются подготовкой спортсменов. По программе спортивной подготовки, я подчеркиваю, не по доп. Образованию. Остальные дипломы от социально-психологического университета до высшего командного училища. И 3 диплома еще было о среднем специальном образовании. Вот мы с Виноградовым Михаилом ввели один из образовательных модулей, всего было 6, один по антидопинговой тематике, второй модуль для руководителей организаций. И 4 модуля, как оказалось, имели примерно одну и ту же направленность. Один из модулей возглавлял Шестаков Михаил Петрович, я не буду, наверняка все знаете. Второй модуль Квашук Павел Валентинович. 3 модуль группа село Юянова Виктор Николаевич, ну и 4 вот ваш покорный слуга и Виноградов Михаил. Так мы все вчетвером говорили о планировании, о учете данных, об анализе, об обработке. Так вот, все 4 стоят на разных концепциях. Вот такая ситуация. Не знаю, что по велосипедному спорту, могу сказать ситуацию по фехтованию. На всю страну 14 преподавателей высших учебных заведений, профильных, всего 14 преподавателей по фехтованию. 12 из них старше 60 лет. Ну, я думаю, что в велоспорте ситуация, ну, где-то около этого. Поэтому, уважаемые коллеги, успехов нам всем, терпения в работе, чтобы вот этот демотивирующий фактор, он чуть-чуть, конечно, обязан присутствовать для того, чтобы какой-то стресс мы получили, но он очень сильный на сегодняшний день. Спасибо. Спасибо. Александр Владимирович, я знаю, что вы приехали только что с Олимпийского собрания. Что решили? Скажите. Ну, 30 секунд. Да, очень было эмоционально. Выступали руководители Олимпийского комитета, чтобы не ошибиться, спортсмены, заслуженные тренеры, в прошлом заслуженные спортсмены, которые сейчас занимают высокие посты и в Совете Федерации, и в Государственной Думе. Решение единогласное участвовать с просьбой к спортсменам никого не слушать и доказать на Олимпиаде, что даже вот эта экипировка, ее неправильно называют, нейтральная и нейтральный флаг, это неправильно. Экипировка Международного Олимпийского комитета и флаг олимпийский, что даже под этим флагом будет просвечиваться российская экипировка и российский флаг. Поэтому, в общем-то, обращение такое было очень эмоциональное, принято единогласно, то есть ни одного воздержавшегося не было. Ну вот, это вкратце. Спасибо, Александр Владимирович. Ну, а теперь нам нужно начать немножко с другого конца. Мы сейчас послушаем математиков. Вот я слово хочу предоставить Симакову Сергею Сергеевичу, заместителю заведующего кафедрой вычислительной математики и информатики Московского физико-технического института. Спасибо. Ну, действительно, это другой конец и другая сторона медали. И
хотелось бы, чтобы эти две стороны медали соединились в одну медаль, или не в одну, во много. Значит, вот как раз это, видимо, к следующему, одному из следующих докладов, но очень хорошие слова, с которыми я полностью согласен, что на самом деле тут не только математика и физика, физиология, и дальше и компьютерные науки, инжиниринг, и тут перечислить, значит, очень трудно до конца, должны все работать вместе. Значит, хотелось бы подчеркнуть, значит, что математика – это такая очень обширная наука, и у нее очень много различных методов, и в том числе это математическое моделирование, статистическая обработка, методы статистической обработки данных, методы распознавания, которые должны использоваться для разных прикладных задач, разных типов. Значит, и дальше затем, то есть я хочу немножко систематизировать и подчеркнуть разницу между этими, потому что вот здесь на конференции до этого год назад я вот ощущаю, что происходит смешение понятий и математика, компьютерные, и цифровые технологии. Это все-таки немножко разные вещи, предназначены немножко для разных задач, или как-то они должны комбинироваться между собой. То есть компьютерные технологии дальше включают уже моделирование пакетами уже стандартными или какими-то написанными людьми, систематизацию данных, разработка, сбор данных и разработка баз данных, это уже больше компьютерная технология. Да, дальше уже идет инжиниринг и разработка различных устройств, какое-то одно из них вот здесь рекламируется на плакате. То есть это уже воплощается в какие-то технические вещи, там тоже используется и математика, и физика, и с другой стороны предложено к физиологии. Значит, и так далее, да, что еще здесь можно, да, значит, и еще в последнее время очень большую популярность набирают использование сенсоров, систем виртуальной реальности. Значит, все это тоже я бы хотел выделить немножко из понятия математика. И тем более математическое моделирование. То есть математическое моделирование – это одна из достаточно узких, на самом деле, областей, да, которая может использоваться для других частей. Вот. Конечно, мы должны понимать, какие процессы рассматриваются. То есть это процессы в рамках всего организма как целого, или функционирования отдельных систем и органов, или отдельных процессов, или даже части процессов. И на каждом уровне могут строиться свои математические модели со своей степенью детализации. И вот понимание этого, оно важно и как со стороны математиков, так и скажем так, со стороны заказчиков, то есть тренеров, физиологов, потому что, я становлюсь тоже свидетелем разговоров, когда, с одной стороны, математики заявляют: измерьте нам все параметры, мы вам все посчитаем. Вот у нас очень сложная модель, которая все что угодно сделает. С другой стороны, физиологи говорят: все это очень сложно, вы никогда это математическими моделями не опишете. Значит, должен идти все-таки поиск компромисса, и как раз наибольшего успеха добиваются те команды, которые идут и сходят со своих позиций, идут навстречу друг другу. То есть нужно выделять точки соприкосновения, то, что реально воспроизвести. Конечно, организм сложная вещь, значит, поэтому совместно следует выделять те области, которые реально смоделировать, и там, где реально математическое моделирование может дать эффект. Конечно, не везде, или, по крайней мере, на данный момент не везде. С другой стороны, математики тоже должны четко понимать, что все-таки измеримо, да, и что можно сравнить с реальностью, а что является сферическим конем в вакууме. То есть, конечно, вся модель не должна быть такой. Часть модели, скорее всего, всегда будет сферическим конем в вакууме, но какая-то ощутимая часть должна, конечно, соприкасаться с реальностью. Поэтому здесь, должен быть какой-то такой двухсторонний процесс, тяжелый, трудный, но он должен быть. Вот. Тоже я согласен с тем, что разница с медициной, поскольку я занимаюсь медицинскими задачами, что в медицине очень большие выборки, и есть возможность отслеживать какие-то статистически значимые изменения, в то время как в спорте, конечно, этого нет. Более того, тоже я слышал такое мнение, мне оно тоже нравится, что вообще-то есть здоровые люди, больные люди, и есть спортсмены. То есть тренированные спортсмены уже не могут рассматриваться ни как здоровые, ни как больные. Это отдельные, причем каждый может быть еще индивидуально, может являться индивидуальным случаем. Вот.
Что в конце? В конце то, что я уже в принципе и сказал. То есть должна быть некая постоянная совместная рефлексия математиков, физиологов, тренеров, медиков или спортивных медиков. То есть это должна, конечно, быть совместная работа и попытка идти навстречу друг другу и поиск совместных задач, где реально можно достичь хорошего эффекта. Спасибо. Спасибо, Сергей Сергеевич. У нас, к сожалению, очень мало времени. По регламенту не будет возможности задать вопросы. Пожалуйста, представляю вам профессора, доктора университета Анадолу, Анатолийского университета Турция, Хайри Эртана. Можете. Okay, this is okay. Hello everyone again. It's very good to be here and witnessing your scientific level. To be very honest, I have never felt this before, and I have to thank to Igor and Kadria for inviting us here. Я хочу сказать, что это здорово быть здесь. На самом деле никогда не чувствовал чего-то прежде такого. Очень приятно быть в этом ученом сообществе. Я хочу поблагодарить отдельно Егора и Кадрию за прием. Today, I will just give you a brief information on the sports science and computer science in sport in European scale. Сегодня я хочу вам кратко представить то, чем занимаются компьютерные науки в спорте. Actually, I was planning to give you information on disciplinarity, multidisciplinarity, inter and transdisciplinarity, but I have, as long as I don't understand Russian, I understood that you speak transdisciplinarity here. Я вообще хотел представить вам все эти понятия, то есть дисциплинарность, мультидисциплинарность, интердисциплинарность и трансдисциплинарность. Но, насколько я понял, в России мы используем только понятие трансдисциплинарности. So I will skip this part, and if anyone has any question, please talk later the session. So transdisciplinarity, bringing together all the parties and collaborating and coordinating with the field, with the areas we should be in collaboration. So this is really important. So what I want to give you information here now is, this is the information in European scale, starting from 1995 to 2014. Собственно, я пропущу эту всю часть и поговорим про трансдисциплинарность. И сейчас я вам хочу показать просто количество тех статей, которые были представлены на конференциях о компьютерных науках, начиная с 1995 года по 2014 годы. You can see the participation numbers here, and these are black part here. Black parts are showing the European countries, and the others are the rest of the world. Соответственно, черная часть столбиков показывает европейские страны, которые публиковались, и белые, которые не европейские страны. And these are the participating countries to European conferences, and this is the picture of the whole world. Это просто карта распределения участников по странам всего мира. As the color gets darker, then more participants received European conferences. This is, for example, one of the darkest, and European countries are dark here. And Russia, you can see here, participating to European conferences, but not as much as expected. Собственно, чем темнее страна, тем больше ее представители участвовали в европейских конференциях. Мы можем видеть, что, например, Бразилия очень темная, много участвовала, Европа, а вот Россия не очень, они мало участвовали в европейских конференциях. And what has been done in this observation, they have divided into three groups the scientific manuscripts into three groups. One is physiology and sports medicine. The other one is biomechanics and neuromuscular, and the last one is social science and humanities. Собственно, все эти манускрипты, рукописи, которые публиковались, были разделены на три части. Соответственно, физиология и спортивная медицина, биомеханика и наука о нейромышечных механизмах, и также социальные науки и гуманитарные науки. As you can see here,
each main units divided into 20 subdivisions here. Каждая из этих групп также разделена на 20 подгрупп. And during the years, they have analyzed 23,000 of abstracts as a whole, and these are the production. I mean, the number of abstracts here in each subtitle here. You can see here. Мы можем видеть на этом графике, что всего было проанализировано за эти годы 23 тысячи рукописей, и соотношение мы видим, собственно, в первом столбике по каждой подгруппе. These are the odd ratios. That means the increasing of the number of abstracts during the years. Это также коэффициент соотношения того, насколько количество абстрактов, манускриптов повышалось за отведенное время. And these are the number of authors here, and these are the percentage of invited speech, invited sessions. Собственно, третий столбик – это количество авторов, а последний – это количество просто приглашенных спикеров в проценте. So when we come to the scientific aspect, they have divided into three, as I have told you. Homo sportivus in the right-hand side, Homo movens upper, and Homo medicus is lower side here. Собственно, все ученое поле мы можем разделить на три части. Человек спортивный, человек движущийся и человек медицинский, наверное, как-то так. And these three main areas has some intersections here, here and here. They collaborate or they work interdisciplinary. И, собственно, мы видим, что есть точки пересечения, где эти три сферы работают в сотрудничестве и интердисциплинарно. For example, Homo sportivus, this is social sciences aspect, collaborates with biomechanics and neuromuscular in terms of science keyword, and they have football as a common word, common keyword. Ну, собственно, если мы взглянем, например, на отдел человек спортивный, человек движущийся, например, человек движущийся рассматривает вопросы биомеханики, а человек спортивный больше в социальных науках занимается, мы видим, что футбол, например, вид спорта стоит на пересечении этих двух сфер. And Homo movens, this is biomechanics and neuromuscular and medical aspect of the sports sciences, is collaborating in this area, testing, strength, power, kind of stuff here. You can see this part, the collaboration area, intersection of these two areas. Ну, собственно, точно такое же пересечение мы видим на области, которую показал Харри, для человека движущегося раздела и человека медицинского. So this is the main understanding. When you move here, it's changing. I mean, when you move from here to there, it's changing to philosophy, sociology, psychology aspect. When you go up to it, it goes up to the biomechanics and neuromuscular aspect. And here are 101 keywords cited in these 23,000 abstracts. Ну, собственно, если мы идем по оси ординат, то по оси X мы видим, что все направление больше смещается в сторону философии и социальных наук. Если мы идем вверх по оси Y, то мы видим, что все идет в сторону изучения нейромышечных процессов и биомеханики. И также эти слова, которые мы видим на фоне, это слова 101 слово, наиболее цитируемые вообще в спортивной науке. Actually, there are too many details to discuss here because it tells us too many things, but I will stop it here and I will continue with this one. Мы перейдем теперь к этому, потому что там слишком много деталей для того, чтобы это обсуждать здесь. This tells us these are the right-hand side is the disciplinary aspect of sports sciences in general, and these are the non-disciplinary aspect. They have created clusters, and then they have worked on these clusters. These are non-disciplinary aspect of sports science, and this part is called as non-disciplinary aspect. Ну, собственно, по правой стороне мы видим те кластеры, которые образуют дисциплинарный подход в спорте, а с левой стороны наоборот, те кластеры, которые являются недисциплинарными в спорте. And these lines show us that training and testing collaborate with philosophy and ethics.
coaching is collaborating with philosophy and ethics. They have training and testing contacted with physiology, for example. And sports technology is collaborating with motor learning kind of stuff. So there is an interaction and there is an kind of interdisciplinarity. Not yet, we are not talking transdisciplinarity here till now. Ну, собственно, эти линии просто обозначают то, какие сферы друг с другом, ну, собственно, связаны, какие коллаборируют друг с другом. Until now, we couldn't talk about the computer science in sport. And till now, out of the 101 keywords, we do not have computer science in sport keyword here. So this is not listed in these 20 subunits. И вот если мы вспомним предыдущий слайд, и это 101 слово, то мы не найдем там слово «компьютерные науки» в спорте. И, собственно, мы также не найдем компьютерные науки и здесь, среди этих 20 вот выделенных подгрупп дисциплин. And it is mostly counted under biomechanics. So when someone submit his abstract to European conferences, it is counted under biomechanics. Если вот вы, например, подаете какую-нибудь заявку на участие в конференции международной, то обычно, если вы, например, занимаетесь компьютерной наукой в спорте, то это все идет в область биомеханики. So this is the main situation in Europe now, and this collaboration is this round table meeting. I hope will help to increase the effect of computer science in sport in the field of sports science in general. Ну и, собственно, это важная тема в Европе сейчас для обсуждения. Я надеюсь, что этот круглый стол в том числе позволит сделать это сотрудничество более эффективным и сделать более эффективное использование компьютерных наук в спорте. And one of our colleagues has presented a model on that. There are 4 types of models intersectioning with, collaborating with computer science and sport. I will not go into very detail of it. Professor Daniel Link has proposed this model before, and there is both sides collaborating with each other, and there is arrows going up and down. Ну, собственно, здесь мы видим 4 модели, которые были предложены вот этим ученым внизу по ссылке Даниэлем Линком. Стрелки идут в оба направления, они также показывают области пересечения различных областей. Professor Martin Lammers will tell about something on this collaboration and interdisciplinarity between computer science and sports sciences after me, and we need some more time to clarify this collaboration aspect or interdisciplinarity aspect here. Мартин Леймс после представит также свой доклад, который более подробно рассмотрит вот это взаимодействие компьютерных наук и науки о спорте. И, собственно, вообще этот вопрос интердисциплинарности в компьютерных науках и в спорте. And this is really critical here. Sports science is dominated by the other scientific parts, scientific fields like computer science. Итак, вот это очень важный момент, что вот это самое подполе спортивной науки, оно как бы оно все под давлением, под доминацией других областей наук, например, таких как более широких, как компьютерные науки. Without interdisciplinarity, sports science will disappear in near future. We need to have collaboration with other fields. With computer science should be collaborating with sports scientists. Но как бы в ближайшем будущем мы надеемся на коллаборацию, на взаимодействие вот этих разных дисциплин, например, компьютерных наук и наук о спорте. Иначе как бы все это может пропасть. And I wish you all very good things, and thank you very much for listening me. Ну да, все, спасибо большое. Спасибо, Хэри. Значит, у нас была договоренность со следующим нашим гостем. Пожалуйста, Дитмар. Дитмар Саупе, доктор-профессор университета Констанц, специалист по компьютерным наукам. Yes, thank you very much for the introduction. I think you said that I am from computer science, and that's correct, and my background is actually further back in mathematics even.
So I'm a bit removed from sports science, but we have applications in sports science, and I talked about it in the session earlier today. We have a project on cycling and calculating pacing strategies for optimal cycling in elite sports. And I agree with with the speaker sitting up in front here that trained people, cyclists in particular, are a special type of species, and many studies on in computer science and sport, they will then take in some students and run some tests and think that they have captured the truth, but the reality is that with elite athletes, you cannot generalize your findings to them. You have to take them into the lab yourself. Okay, but now back to the topic. The future of computer science and sport, I think, was what I'm supposed to talk about. I'm sorry, you would have to translate. Ну, на самом деле, да, я половину забыл, что было сказано, но просто Дитмар сказал, что он является спортивным ученым, но он немного уже отошел в последнее время от вот этого направления и больше занимается, по-моему, различными проектами в велоспорте. И, короче, сейчас он поговорит о том, о чем должен был поговорить, о будущем компьютерных наук в спорте. Okay, thank you. So as a computer scientist, I would have to summarize what computer science is all about, and I think it's about data and processing and analysis and visualization. Я должен рассказать, что, на мой взгляд, компьютерные науки – это данные, их обработка, анализ и также визуализация. Okay. So between all the stages, generation, analysis and storage, we have to have communication of data. Very important. Да, и между вот этими различными процессами, например, обработки и хранениями данных, у нас также должны быть налажены связи. Previously, they used to have wires for communication. Now it's on the internet and wirelessly. Надо сказать, что технологии изменились. Если раньше все данные хранились в таких форматах, которые были проводными, то теперь благодаря интернету все это беспроводное. So, as you know, the sensor technology is advancing at a very rapid pace. Sensors are becoming smaller, more energy efficient, much faster in terms of the sampling rate and easier to apply. И также надо сказать, что, например, сенсоры очень сильно развились, они стали гораздо более энергоемкими, они стали гораздо более маленькими и доступными. Okay, so the sensors will be integrated in our daily lives for regular people as well, in particular sportsmen. И сенсоры, они интегрируются в нашу повседневную жизнь, и в том числе жизнь спортсменов. So right now the sensors are worn on the body or on the equipment, but in the future they will be, currently also in some pioneering work, they will be in the clothes and then under the skin. Сейчас мы носим, собственно, эти сенсоры прикрепленными к одежде или к каким-то еще инструментам, но в будущем они будут все подкожными, как мы думаем, и каждый человек будет их носить прямо под кожей. So data will be generated faster and in large volumes. Данные будут генерироваться быстрее и в гораздо больших объемах. I just bought a new scale for my bathroom, and when I step on the scale, it measures my weight, calculates the fat content in the body and in different parts of the body, the water content, and 10 or 12 other parameters. And when I step off the scale, the data is already on a server in China. Собственно, например, у него в ванной есть специальный препарат, такая шкала, которая измеряет не только вес, но также и полный состав тела. И там состав, жировой компонент, сколько воды в организме. И как только он сходится с этого аппарата, то данные уже направляются в Китай. В China, yes? China. Yes, да, в Китай. Then I take out my smartphone and turn it on, and it loads from China the data and displays it to me in my living room. Ну да, и, собственно, все, что я потом должен сделать, это включить мой смартфон и получить обработанные данные из Китая. Okay. So this kind of indicates where everything is going. The big challenges are industry standards. Communication between the sensors and devices requires seamless integration, industry standards. Ну, есть некоторые проблемы с
со всем этим делом, с использованием, внедрением, например, это наличие, точнее отсутствие стандартов производства, и это главная проблема. Okay. And then other issues are privacy and security. Также очень важна тема приватности и надежности данных, чтобы они никуда не уплыли, короче. Okay. These are also challenges in the wider area for computer science, but in particular for the personal data that is being collected. Это вопрос также характерен и в целом для компьютерных наук, забота о хранении данных, чтобы они никуда не уплыли, но это также очень важно и в плане индивидуальных данных. So the question is perhaps where will we be in 2050, 33 years from now? И вопрос такой, где же мы будем в 2050 году, 30 лет с наших времен. Okay, so to answer this question or to predict it somehow, let us put ourselves in the past, 35 years in the past, and then ask a similar question. И чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно, наоборот, вернуться на 30-35 лет раньше и посмотреть, кем мы были тогда. So imagine we are in 1982. Представьте, что мы в 1982. So if you had to calculate something, you get out your table calculator, an electrical one, and you type in the numbers, and you add them up, and you get a little paper strip with the result. Да, если вы, например, хотите что-то посчитать, то вы берете калькулятор, он электронный, вы должны вбивать эти числа и потом использовать какую-то бумажку, я даже не знаю, как это делается, но... If you communicate with someone else, you write a letter on paper and send it, or if you are an employee of the high-ranking university, you have access to a big server and can send an email, which was a new technology then. Да, если вы, например, хотите с кем-то пообщаться, то вы шлете письмо в бумажной версии, и тогда, например, если вы хотели бы устроиться на какую-то очень крутую работу, и вы пишете очень какому-то крутому работодателю, то вы могли бы куда-то пойти в специальное место, и только там был email, что было невероятным изобретением тогда, в 1982 году. Now, if you wanted to shop something, you go to a store and buy it. Or if you wanted to shop from your home, you had to get a big catalog of thousands of pages, and you could select an item you wanted to buy, and you'd do a mail order and get it 3 weeks after. Ну, например, если вы хотели что-то купить, то вам нужно было пойти в магазин и купить это своими руками, либо у вас был какой-то очень толстый каталог, который вы рассматривали, и потом писали снова же письмо, и только через 3 недели вам приходил товар. If you wanted to take some pictures, you have to buy a camera, then you go out, take the picture, and then you take out the film, bring it to the development station, wait 3 days, then you can look at the picture. Then you can paste it into an album at your home, which takes another time, and then you put it on your shelf. Да, и то же самое с фотографией. Если вы хотели сделать какую-то фотографию, вы шли, покупали камеру, потом делали фотографию, доставали из нее пленку, шли к проявителю, и ждали там 3 дня, потом вы получали фотографию, вставляли это в альбом, это, короче, занимало все очень много. So if in 1982 a session like this would have happened, and the author or the contributor would have to estimate where this would end 35 years later, then the answer could be it's all in this little thing here now, right? That's all of this is in here, in this little box. И если бы, например, нам задали такой вопрос 35 лет назад, то, возможно, ответом было бы то, что вся информация могла бы храниться в маленькой коробочке, которая вот сейчас в руках у Дитмара. Okay, so now we can estimate perhaps where these developments that we see today will end up for sports technology and computer science. Ну, руководствуясь такой логикой, сейчас мы можем оценить, что будет через 30 лет в компьютерных науках и в науках о спорте. Okay, so I think all of the data sources that we have, and we will have many more data sources, will be integrated seamlessly. We will not see any sensors anymore. They will be hidden, and the data will be hidden, and it will all be analyzed and presented somewhere in some central sites that are accessible to all the people that should have access to it. And we will see an availability of the data for everyone at every level. Ну и в целом мы полагаем, что через 30 лет получение информации будет еще более простым и беспроблемным. Сенсоры станут вообще невидимыми, и любой сможет получить быстрый доступ к данным. И также, собственно,
Да. What did you say the last two sentences? Well, the availability will be Да, и также presented. доступность, да, станет гораздо выше всех данных, которые мы So lastly, then, also algorithms are part of computer science that are very important. What are the algorithms going to provide? Well, they will provide access to strategies about movement, about health. They will warn us about risks, of course, and generally provide better health performance. Right now, well, okay. Ну, собственно, то же самое можно сказать и о компьютерных науках, что они смогут обеспечить нам представление о здоровье, движении, о различных рисках и еще кучу всяких данных, которые мы собираем сейчас с большим трудом, наверное. I would like to conclude by saying that currently deep learning methods are very much en vogue in computer science. Ну и также я хочу в заключение сказать, что сейчас развиваются методы глубокого обучения. And as we will see more and more data generated in sports science and computer science, these deep learning methods will also be applied to sports science questions. И чем больше мы собираем данных, тем этот метод глубокого обучения будет все больше применяться и облегчать нам возможности его обработки этих данных. So I think already in 10 years we will see that these deep learning methods will be better than what we can design by hand. So even the specialists will not be able to beat these results from deep learning in terms of strategies to move or to perform at the best level. И в плане оценки стратегических моментов и оценки движения, например, мы полагаем, что программы глубокого обучения будут превосходить любые ручные попытки выстроить такие же стратегии. Это в ближайшие 10 лет. So the future offers many possibilities, but also a lot of danger with regard to privacy and security. So I want to close with this. Thank you very much. Ну, собственно, да, еще он сказал, что это позволяет, открывает перед нами не только большие возможности, но и также многие опасные вещи, такие как утечка персональных данных и нарушение приватности, частной жизни. Все, спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, вот здесь кое-кто улыбается, а вот я знаю, что вот, например, в Сбербанке человек идет брать кредит, пока он открывает дверь, подходит к стойке, пока он подошел, уже машина приняла решение, давать ему кредит или нет. Понимаете? И смотрит. Хорошо, это очень правильно, да. Значит, я от себя хотел добавить, у нас как бы две стратегии. Делать вид, что ничего не происходит, и в хвосте плестись, либо как-то начинать думать с опережением. Вот. Теперь уже ключевое выступление. Я хочу представить президента Международной ассоциации компьютерных наук в спорте Мартина Уильямса, профессор Мюнхенского технического университета. Переведи, пожалуйста, что я представил. Где тут? Да? Угу. Хорошо. Вот presentation. Вот presentation. Вот third one. Presentation. Presentation. Вот presentation. О. Так, еще. Понятно. Moscow presentation. No? Okay. Short presentation. Yeah. Does it say short? I don't know. IX presentation Moscow short. This one. Double click. Okay. Present note. Сейчас спрячу. Закройте его. Yeah. Okay, good evening, everybody. Добрый вечер. And thank you very much for inviting me here and having these nice days with great experiences and great people that I want to know. Спасибо большое за приглашение и за этот прекрасный опыт общения с прекрасными людьми. Yeah. And my task today is, as a president of IX, to say welcome to all of you because you want to join, or you will join IX.
Моя задача на сегодня – это, как президента Международной ассоциации компьютерных наук в спорте, поприветствовать вас, так как вы хотите вступить в эту ассоциацию. And before you join a family, it's a good idea that you know something about the family. It's the same in private life. И перед тем, как вступить в семью, хорошо, чтобы вы что-нибудь знали об этой семье, об ее частной жизни. So I'd like to introduce IX. Я бы хотел представить эту ассоциацию. Some questions I want to put. What is sport informatics? What is IX? And some activities of IX. Я бы хотел поговорить о нескольких вопросах. Что такое спортивная информатика, что такое наша организация, Международная организация компьютерных наук в спорте, и чем она занимается. So first of all, what is sport informatics? And you could define it as certain projects which have a part in sports science. Мы можем определить спортивную информатику как некоторые исследовательские программы, которые занимаются изучением спорта, информатики в спорте. And in sports science, we typically have practical needs and research questions to improve our work with athletes and coaches. И также в спортивной науке мы имеем некоторые практические потребности и также исследовательские вопросы для улучшения показателей спортсменов и работы тренеров. On the other hand, we have computer science and technology, and they have research areas with the potential for sports science. И с другой стороны мы видим также компьютерные науки, которые также имеют исследовательские некоторые области, которые имеют лишь потенциал для спортивной науки. And computer science in sports is an interdisciplinary science where we conduct projects with parts coming from sports science and parts coming from computer science. Ну, собственно, компьютерные науки в спорте – это интердисциплинарная область, которая содержит как части спортивной науки, так и компьютерной науки, которые взаимодействуют. So now we're coming to application fields. You see, there are many possible ways of interaction between sports science and computer science and technology. Теперь мы подходим к полям этого всего применения. Мы видим, что есть много областей, где можно соединить это взаимодействие в виде спортивной науки и компьютерной науки. What you see here with this matrix, in one dimension is there are different levels of working together with computer science. И, собственно, в этой матрице мы видим, что есть некоторые разные уровни работы этой компьютерной науки. Rather simple levels that we use just tools, advanced levels and very high levels that we import theories and concepts from other disciplines. Есть, собственно, самый простой уровень – это использование лишь некоторых инструментов. Есть также более продвинутый уровень методов и очень высокий уровень уже обобщения всего этого в теории. And in these dimensions there are many areas, is an open list of areas of collaboration. И, собственно, по другой оси мы видим также много областей, в которых это все может быть связано друг с другом. So this was a short introduction to sport informatics. Now the question, what is IX? Ну и что же такое Международная ассоциация компьютерных наук в спорте? So IX is an umbrella organization for national associations for computer science and sport, like the Russian Association for Computer Science and Sports. Ну, собственно, вот это AIX, это организация по типу зонтика для домашних национальных ассоциаций различных стран в компьютерных наук в спорте. And we are organizing biannual international conferences for this area, computer science and sports. Каждые 2 года мы организуем международные конференции компьютерных наук в спорте. Yeah, for example, if I may mention this, we are planning to have our 2019 conference here at Moscow. Ну и, например, если я могу упомянуть это, мы планируем проведение такой конференции в Москве в 2019 году. We publish an international journal. Мы также публикуем международный журнал. And we represent this field of science in science organizations like the ICSSPE.
Мы также представляем наше поле исследования компьютерных наук в различных спортивных организациях научных, например, как, не знаю, что это значит, ICSSPI, короче. The International Council for Sports Science and Physical Education. What is our mission? Our mission is to bring the benefits of technological progress, not only in computer science, but also mathematics, technology, to applications in sports. Собственно, наша основная миссия заключается в том, чтобы мы все вот эти выгоды, преимущества технического прогресса применили к спорту. We want to stimulate problem-oriented discussions between computer scientists, engineers, sports scientists, and sport practitioners. Мы хотим мотивировать проведение различных таких высоких дискуссий, метадискуссий, которые проблемно ориентированы между компьютерными учеными, инженерами, спортивными учеными и также практикующими спортсменами. And we want to create and spread knowledge about and within the interdisciplinary field of sport informatics. Мы также хотим создавать и распространять знания внутри и внутри этого дисциплинарного поля спортивной информатики. Short break? No. Good. We want also to support on the international level research projects and education in computer science and sports with exchanging people from different countries to listen to each other and to teach each other. Также на международном уровне путем обмена людьми, которые хотят заниматься компьютерными науками в спорте, которые это делают, мы хотим поддерживать исследования и образовательные программы в компьютерных науках. So the question, what is IX? I answered the question, what is IX? So now the question, who is IX? У нас был вопрос, что такое IX, а теперь вопрос, кто такие IX? You see here, each 2 years we have elections, and this is our last conference was in 2017 in September, and this is the personnel. I happen to be the president. Then we have a general secretary. It's Hui Zhang, our colleague from China. Our treasurer is Michael Stöckel from University of Vienna in Austria. You see, we have a prominent delegation here, because 2 members of the boards are with us also. Собственно, мы видим нашу структуру. У нас есть президент, это Мартин. Собственно, он говорит о конференции, которая была в Констанце в 2017 году, в этом году. И структура такая. У нас есть главный секретарь, также у нас есть казначей, это вот этот человек из Вены. У нас есть общий совет, это все вот эти люди, которые тут представлены. Также у нас есть почетный президент, это 2 человека внизу, вы их тоже видите на экране. And the association has a tradition of our age is 24 years. The IX. У нас есть свои традиции, потому что IX уже 24 года. Okay, we are situated in Vienna, where our treasurer is positioned also. Но наша организация находится в Вене, где также сидит наш казначей. Okay, and this is, I said I want to introduce the family. These are the family members, the national organizations for computer science and sports. Это, собственно, члены различных национальных организаций компьютерных наук в спорте, несколько стран тут. You see, there are already many countries involved, and I'm happy that after Switzerland last month, this month Russia will join us. Мы видим, что тут уже довольно много стран, и мне очень радостно от того, что после Швейцарии, которая была принята в нашу организацию в прошлом месяце, Россия также присоединится к нашей организации. And there are still some interested nations like Japan, Brazil, and until today, the interested nation was Russia also, but we will sign the contract. Ну, собственно, есть несколько заинтересованных выступлений стран, которые организуют тоже ассоциации. Это Япония, Бразилия. До этого дня заинтересованной страной была Россия, но мы будем вступать, так что. Okay, what are our activities? One of our dominant activities are the conferences we are organizing with our national partners. Ну и, собственно, что мы делаем? Главное, что мы делаем, это организуем конференции.
And we have a big tradition to do so. It started at Cologne in Germany. У нас большие традиции, они начались в Колонии в 1997 году. And we had stations in Vienna. Кёльн, наверное, да, Кёльн, извините. Sorry, just continue, please. Yeah, okay, and then we moved out to different continents, and this year we came back to Germany. И в какой-то момент после 2005 года мы двинулись уже на другие континенты, и в 2017 году мы вернулись в Германию. And we also organized sometimes intermediate or pre-Olympic international conference. We did so in the cities you saw before the respective Olympic events. И также мы иногда организуем конференции, которые прямо перед Олимпиадами проводятся. Мы проводим эти симпозиумы, как мы видим, по годам, они все посвящены надвигающимся Олимпиадам. So now these are our upcoming events, as I mentioned already. We should wipe out this to be confirmed. We can confirm this in June 19, the 8th to 10th of June. We will be here at Moscow in 2019. И, собственно, вот наши грядущие события, то, что мы должны утвердить, это конференция, вот эта двухгодичная конференция в Москве в 2019 году, все еще должны утвердить ее. And there's also, there are talks with Tokyo, and they're interested to organize a pre-Olympic meeting on computer science and sports in 2020. И также Токио перед Олимпиадой 2020 года также заинтересованы в проведении конференции предолимпийской. Good. Further activities. One is the newsletter. Еще другие наши действия, это выпуск новостных писем. Can you translate? You can go on. Okay. What I want to say, if you want to have this newsletter, it's produced twice a year. You can log in, enter this internet address and sign in an interest group. When this was collected, we had about 500 interested scientists all over the world. Но если вы заинтересованы в нашем издании AX, то оно издается 2 раза в год. Вы можете перейти по этой ссылке и подписаться на это дело. И мы имеем на данный момент около 500 наших коллег, которые заинтересованы в нашем издании AX. And also we have an international journal, the International Journal of Computer Science and Sports. У нас также есть международный журнал компьютерных наук в спорте. It is since 2016 we have an open access policy. У нас есть с 2016 года это все в открытом доступе. Yeah. And since then, IX is online at the Goethe Publishers, famous science publisher. И, собственно, этот журнал доступен онлайн у издателя французского, который называется De Gruyter. По этой ссылке вы можете пройти по нему и также найти этот журнал. And you can have a look at the latest issues here, because it's open access. You can have each paper. Ну и так как это открытый доступ, то вы можете посмотреть каждое издание и каждую статью по этой ссылке. За последние, именно самые последние, да, статьи. So this is of course an opportunity for you to publish if you want to publish in the field of computer science and sports. For Russian scientists, it's an opportunity to publish. We have this opportunity, to publish. Do we have this opportunity? Yeah, you can submit the paper. Если мы можем, соответственно, послать, у нас есть право тоже для русских ученых послать туда статью и быть опубликованным. And we are working at our impact factors because it started in 2016 only. They are quite low, but we hope very much with your help, of course, to improve that. Мы также работаем над импакт-фактором этого журнала. Мы стараемся, потому что только в 2016 году этот журнал появился, поэтому он еще не такой большой, но мы стараемся. So, thank you very much. This was my introduction. Welcome to the family. Уважаемые коллеги, мы уже существенно превысили лимит времени. Я вынужден
закрыть круглый стол. Следующее мероприятие через 3 минуты состоится это общее собрание Российской ассоциации компьютерных наук в спорте. Нам предстоит принять важные решения. Значит, обязательно присутствие всех членов ассоциации, кандидатов в члены, кто подал заявление, а также всех желающих. Мы не делаем секреты из нашей деятельности. Спасибо. 3 минуты перерыв.